У нас есть очень сильное подозрение, что проблема здесь с батареей. Поэтому сейчас согласовали снятие батареи. Будем снимать батарейку и проверять контакторы, предохранитель и БМС. В общем, будем снимать батарейку. Это у нас первый раз батарейка на Мерседесе, с которой мы будем заниматься. Приветствую всех на канале. Я уже много раз говорил, что не буду делать ролики про Мерседес, так как поломки одни и те же. Но иногда появляются поломки, которые еще не встречались. И естественно хочется зрителям нашего канала эту поломку показать. Но не думайте, что электромобили, и в частности Мерседес, ненадежный автомобиль. И очень часто ломаются. Дело в том, что мы специализированный сервис по ремонту электромобилей и гибридов. И к нам автомобили приезжают или уже с поломкой, или с подозрением на поломку. А сколько автомобилей, вернее их владельцев, не знают даже дорогу на автосервис, не считая регулярного ТО, мы не знаем. И на самом деле автомобили с ДВС не реже попадают в ремонт, на достаточно малых пробегах. Мой товарищ на своем YouTube-канале, который называется «Реальный моторист», рассказывает о разных поломках ДВС. Если хотите посмотреть на это, то в прикрепленном комментарии будут ссылки на несколько видео с поломками моторов. Кстати, раз уж я заговорил о нашем сервисе, то если есть желающие работать в нашей команде в новом филиале, который скоро должен открыться, то ближе к концу ролика увидите видеообращение нашего руководителя по этому поводу. Поэтому досмотрите до конца, думаю, будет много интересного. Ну а теперь вернемся к нашему автомобилю. Так, вот такие вот у нас ошибки. Конструктивный узел высоковольтной АКБ имеет внутреннюю ошибку. Что у нас еще здесь есть? Так, голосовое устройство. Нас оно сейчас не интересует. Так, у нас проблема с батареей. У нас заряжена батарея чуть больше, чем наполовину. И автомобиль у нас не запускается. Сняли защиту, и вот по ходу дела батарейка уже вскрывалась. Нарушенная пломба. Да, пломбочки нарушены. То есть батарейка уже снималась и по ходу дела вскрывалась. Будем сейчас тоже снимать, вскрывать и смотреть. Вот столько мусора было в самой батарее, под защитами батареи или над защитами батареи. Перед снятием батареи была проведена диагностика, которая указывала на неисправность батареи. А в фактических параметрах мы увидели, что у нас есть проблема по хвил. Это система, которая отслеживает, что все высоковольтные разъемы подсоединены. И это позволяет включить контакторы. Осталось только выявить, где эта цепь разомкнута. Да, БМС. Короче говоря, у нас есть проблема по хвилу. Вот сейчас отключена БМС. Вот. Подключаем БМС. Сигнал прерван. Выхода с интерлока нет. А должен быть. Сейчас подключен к автомобилю только ткан. Он 2 проводка. Короче, все-таки снимать батарейку надо. И разбирать батарейку и смотреть. Как уже сказал, батарейка уже вскрывалась. И что-то, видимо, с ней уже делалось. Посмотрим, что с ней делалось. Потому что непонятно, нет у нас информации, как это произошло, в какой момент, что было. Ничего такого нет. Ну, в общем, будем снимать батарейку и разбирать ее. Так выглядит батарейка с Mercedes-Benz B-класса. Здесь контур охлаждения подходит сзади, но так как трубки идут спереди, вот идет вот такая вот
такие трубки алюминиевые с патрубками. И подсоединяются они спереди. Не знаю, удобнее это неудобно, но тем не менее вот так оно и есть. Здесь вваренный, не вваренный, а прикручен такой вот подрамник из круглого профиля. Вот с такими фермочками. И как раз к ним уже прикручивается батарейка. Такой достаточно мощный усилитель идет дополнительный к кузову. Отчасти, возможно, именно из-за этого здесь и нету лонжеронов как таковых. Они пусто. Здесь все пусто. Потому что на обычном автомобиле B-классе здесь идут лонжероны. А здесь уже полик есть в салоне усилителя, но остальное все уже вынесено на вот этот вот подрамник. Продолжаем диагностику нашей батарейки, почему она у нас не запускается. И прозванивали хвил, потому что у нас была ошибка, одна из ошибок по хвилу. Вот эти провода выходят, подсоединяются на БМС, и он в обрыве не звонится. Сам провод мы прозвонили, вот он здесь идет, сам провод прозванивается. То есть у нас вот эта вот цепь в обрыве. Вот сейчас будем смотреть, почему она у нас в обрыве и за что она отвечает. Здесь есть заглушка, мы ее сейчас открутим. Подписчикам темно, ничего не видит. Да, вот так вот более светло. Вот, вон есть снизу какая-то пробочка. Вот сейчас мы эту пробку открутим. Честно говоря, пока не знаем, для чего эта пробка. И предохранитель здесь стоит на 400 ампер. При том, что на Toyota RAV4 стоит на 350 ампер. Так, интересная, конечно, конструкция. Так, и что у нас там? А там у нас концевичок. Да, в случае... получается, вот это вот, что она делает? Физический смысл этого клапана таков. В случае подтекания антифриза в лоток, который организован под шлангами подачи антифриза в модуле, антифриз растворяет бумажное кольцо, которое держит пластиковые усики в зажатом состоянии, таким образом сжимая пружину. Так вот, растворив бумажное кольцо, клапан срабатывает и сжимается, таким образом размыкая контакты и разблокирует хвил. И автомобиль больше не запускается. Но в данном случае была неисправность сама кнопка. И на ее корпусе была трещина. Именно по этой причине хвил был в обрыве. Мы восстановили эту систему, но автомобиль не запустился. И мы продолжили диагностику. Так, все-таки у нас в этой батарее 12 модулей по 7 последовательных соединений. Итого у нас 84 последовательных соединения. И общее напряжение номинальное сколько? 336 вольт. 336 вольт. Сейчас переделали BMB тестер под эту батарейку, под 7 последовательных соединений. И уже, в принципе, можем проверять. Сейчас перепроверим программку саму. И у нас проблемка с этой BMB подтверждается. Приходится программку допиливать по ходу дела. Ну, в принципе, ладно, хрень с ним. Один фиг я ему этот самый указываю конкретное количество ячеек, он алерты эти правильно выдает. Так, ну что? Ну вот, допустим... Подключили, которая BMB-шка, которая у нас вызывает подозрения. Подключили к ней уже программку обновленную. Вот она показывает напряжение на элементах. У нас мы уже определили, что 7 последовательных соединений на каждом из 12 элементов. И у нас 3,6, 3,6, 3,74, 3,66, 3,66, 3,66 и 3,66. Но если включить балансир... Ну вот, например, так. Ну, ладно, давай на минуту включим. Пусть минуту поработает. Если включили балансир, то у нас пока на всех элементах нормальное напряжение. Нигде провала нету. Так, сейчас... На вторую. На вторую тоже
Оп, сработал. У нас авария. на втором, на третьем, получилось на втором провал, на третьем зашкаливает напряжение. Если на третьем, то все нормально. А, нет, не нормально. Ну, вот опять. Теперь наоборот. На третьем падает напряжение, на втором зашкаливает. А тогда было наоборот же, да? Да. Четвертый. На четвертом ничего уже не меняется. То есть у нас проблема явно с первым, со вторым, с третьим. Пятый работать не будет. Пятый работать не будет, потому что он не подключен, его Просто нету. Нет выхода. Так, по второй балансировочной микросхеме. Тут ничего не было. И здесь все нормально. Так, это у нас то, что по этой BMB-шке. Сейчас подключимся к остальным, проверим все остальные. То есть у нас эта BMB-шка явно не работает. Нужно будет снимать ее. Хорошо, что она не как на Тесле или на Раве. Здесь один общий разъем с одной стороны и один общий разъем с другой стороны сигнальный. И все. Но здесь у нас никаких нюансов не было. Все было нормально. Так, ну это мы тогда проверяли. Давай сразу со второго куска начнем. Все стабильно, без провалов. Ну и, конечно, самый лучший вариант диагностики — это подкинуть другую. Поэтому мы сейчас эту BMB-шку подкинули, сняли отсюда, подкинули на другой модуль и посмотрим. Потому что визуально никаких дефектов на BMB-шке выявлено не было. Сейчас запустим, посмотрим. Не перекашивает. Не перекашивает. Реально. Короче, там, наверное, на модуле провода. То есть, значит, у нас, скорее всего, есть проблема с проводами на модуле. Оторванный провод и... На полигонах. Да, оторванный провод. И из-за этого идет большой перекос. То есть проблема у нас таки не в BMB-шке, а все-таки в модуле. А это значит, что мы изучим модуль более внимательно и тщательно, потому что нам придется батарею, скорее всего, разбирать. Вытащили модуль. Сейчас мы посмотрим, где у нас проблемка, с каким проводом. Так, здесь вроде как нормально. Так, а с каким проводом у нас проблема здесь? Сейчас по вот этой вот с третьим получается. Красный? Сейчас минус 1, 2, там 2, 3. А, вон, видно, видно. Давай, сюда его. Вот он у нас отпал, похоже. Нет, не отпал. Отпал. Отпал, да, вот болтается. Вот в этом-то все. Так, откинь, не ставь на BMS-ку, на BMB-шку разъем. Вот у нас провод отпал. И вот эта вот проблемка, всего лишь навсего окисление вот этого проводка и отпадение. Они, кстати, все в таком состоянии. Но эти... Он уже черный. Вот с той стороны там больше черноты было на выводах. Вот, аж окислы пошли. Угу. Повезло, что еще не выгорела сама BMB-шка, потому что на Тесле, если выгорает какой-нибудь промежуточный провод, то с BMB-шкой начинаются проблемы. Здесь BMB-шка целая, а провод оторванный. И вот только за счет того, что она была там прижата, кое-как касалась, она что-то там показывала. И можно было промерить напряжение, но по факту контакта нету. Так что вот всего лишь вот такая вот маленькая неприятность, тоже с контуром охлаждения, но что-то среднее, вернее, не что-то среднее, из той же серии, что и Tesla Model S, Toyota RAV4 EV, все с этой серии. Уникальный модуль, который с другого автомобиля сюда не установить. Разработка Tesla и есть. Да, это же Tesla и делает все. Даже на корпусе батареи, даже на пространственной раме или подрамнике, на котором крепится батарея, тоже есть наклеечка с надписью Tesla. И если начинает течь антифриз, он попадает первоначально в этот лоток, возможно, вот этот экран,
Он тоже, да, невозможно, так и есть. Он Смотри, приклеен на такой дротик, герметике. это на антифриз Да. получается. Приклеен на герметике. И когда сюда попадает антифриз, если начинает течь с вот этих шлангов, это больше защита от протечки именно в этом месте. Потому что с этой емкости, если будет антифриз, если вдруг, не дай бог, где-то сам змеевик, который идет вокруг, Кстати, вот он, если он протечет, то тот датчик не сработает. Безопасность по протечке тут выше, потому что, допустим, все стыки выведены отдельно. Ну да, Вот они на выведены контейнере. отдельно, и вот через него Там можно... пробку выкрутить и вылить. Да, только, насколько я видел, эта пробка стоит за трубой, и добраться до нее очень проблематично. Ну, это еще пересмотрим потом. Ну, в общем-то, вот эта пробочка, вот этот клапан, он защищает от утечки антифриза через вот эти либо выводы, либо негерметичность шлангов, если там со временем пересох, либо же протечки вот этих металлических трубок соединяющих. В общем, от этой беды защищает. А если пробить батарейку и в батарейке будет водичка, то кроме как фильтра-осушителя на это ничего не работает. Вот сюда как раз и устанавливаются мешочки с силикагелем, и они задерживают влагу. Восстановили этот провод, мы не стали здесь его паять, потому что эта часть алюминиевая, и к ней плохо будет, даже если специальными кислотами паять, оно плохо к ней паяется. Поэтому мы взяли клемку, просверлили отверстия и заклепкой соединили их. В общем, теперь здесь хороший контакт, и мы как минимум за него уверены. В отличие от вот этих вот контактов, которые непонятно, когда они отойдут. В общем, сейчас тогда будем еще раз подключать сюда наш BMP-тестер и будем включать балансировку. Посмотрим, как он себя будет вести. Ну и тогда будем понимать, можно ли такой модуль будет устанавливать обратно в батарею в автомобиль. Запускаем автомобиль. Контакторы у нас включились. Все у нас. Так, часто говорят, что я не говорю пробег. Так вот, на данный момент здесь пробег 51 082 километра. Колеса у нас уже вращаются. Ну все, в принципе, теперь можно глушить ее, клеить батарейку. И будем заниматься дальше мотором. Будем снимать мотор и устранять течь мотора. Будем надеяться, что в инвертор не попало и никаких дел там не наделало, а остановилось только в районе статора. Потому что сейчас ошибки по сопротивлению изоляции нет, автомобиль запускается. Ограничение у нас, вот это окошко показывает ограничение. То есть сейчас она может выдавать всю свою мощность. По мере уменьшения заряда она начинает падать. И в случае каких-то аварийных ситуаций она тоже начинает ограничивать и показывает половинку там, либо меньше. Сейчас она у нас на всю. Значит, фактически критических ошибок у нас сейчас в автомобиле не наблюдается. Поэтому клеим батарейку и занимаемся мотором. Все-таки автомобиль иногородний, поэтому решили снять энкодер, проверить состояние сальника. И вот что здесь увидели. Он полностью залит антифризом. И дренажа здесь нету. То есть этот антифриз будет попадать дальше в мотор и инвертор. Поэтому будем все-таки рекомендовать владельцу автомобиля снимать мотор и устранять эту неисправность. Батарейку склеили. Вот силикагель, который установлен для просушки батареи. Естественно, мы его ставить уже сюда не будем, потому что я уже говорил, по какой причине. Силикагель напитывает влагу, а сушить его надо, ну, вскрыть пакет и потом закрывать. Не будем заморачиваться этим. Вот мы приобрели новый оригинальный пакет с силикагелем. Вот так вот он идет в герметичной упаковке. Тут даже клапан есть, когда выкачивает воздух, для того, чтобы сухой был, либо наоборот напитывает. В общем-то, сейчас будем устанавливать сюда новый силикагель и устанавливать батарею на автомобиль, и продолжим работать с этим автомобилем. Но здесь я считаю, что вовремя сюда полезли, потому что антифриз не попал особо туда, он только начал подтекать. Здесь все абсолютно сухо, под сальником все абсолютно сухо на крышке, поэтому будем сверлить дренаж, ставить новый сальник сюда, и даже если будет пропускать, будет вытекать наружу,
и никаким последствиям не приведет. Поэтому, в принципе, все здесь удачно. Вовремя автомобиль к нам попал, и будет заменен сальник, и все будет хорошо. И, в общем, владелец поедет и не будет уже заморачиваться, что здесь есть какая-то проблема. Так, на данный момент все отлично. Никаких ни шумов посторонних нету. Все нормально работает. Ошибок тоже нету. Ограничения на автомобиле тоже нету. В общем, надо будет теперь еще раз проверить уровень антифриза. Мы систему развоздушивали принудительно. Надо будет проверить систему охлаждения. И, наверное, мы владельцу сразу отдавать автомобиль не будем. Денек, наверное, покатаемся, потому что автомобиль с другого города. И потом, если автомобиль назад придется везти на эвакуаторе, достаточно дорогое удовольствие. Поэтому мы, наверное, еще на ней покатаемся здесь. И только после этого будем выдавать. Поэтому такой вот интересный ремонт у нас был. Приехал автомобиль с батарейкой нежданно-негаданно. И пришлось на скорую руку пилить программку для теста BMB-шек. Кстати, эту программку уже дописали, доделали, поубирали глюки, которые в ней были. Теперь она немножко по-другому работает. И вообще планируем сделать эту программку, чтобы она работала не на каждую BMB нужно было подключать, а на общий шлейф. И сразу все сигналы будут идти на монитор. И можно будет смотреть аналогично, как на Тесле можно смотреть на мониторе все напряжения на всех бриках. То же самое будет у нас на мониторе компьютера. Поэтому вот так вот приходится иногда какое-то оборудование доделывать на скорую руку. Ну, если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это поддержит нас, и будем стараться выкладывать еще много интересного, связанного с электромобилями. Спасибо всем за внимание, до скорой встречи, пока! Всем привет, меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем первого специализированного сервисного центра по ремонту электромобилей и гибридов. И я хотел бы вам рассказать о наших планах на будущее. В ближайшее время мы планируем открывать наш новый филиал в городе Киев. И для этого мне необходима команда. Мне необходим мастер-приемщик, электрик-диагност и электрик-электронщик. Если вы имеете опыт в области ремонта электромобилей и гибридов, а также высоковольтных батарей, сборки высоковольтных батарей, то, пожалуйста, отправляйте ваше резюме к нам на почту. Ее вы найдете в описании под видео. Если вы хотите стать частью команды, хотите иметь достойную заработную плату и всегда быть в курсе событий в области электромобилей и гибридов, то будем рады вас видеть у нас в компании. Большое спасибо!